6 утра, Лос-Анджелес. Вы едете по эстакаде на высоте 40 метров. Это 12-й этаж, только без стен. Под вами еще 4 дороги. Под ними идет поезд. Указатель мелькает за 1,5 секунды до съезда. Вы не успеваете. Все. Развернуться можно через 7 километров. Это развязка судьи Прегерсона. 5 этажей, 4 магистрали, 32 направления. И ни одного светофора. Ее не рисовал сумасшедший. Ее собрали люди, которых загнали в угол, и другого выхода у них не осталось. И Прегерсон здесь далеко не самый странный случай. Дорога, свернутая в спираль внутри жилого дома. Перекресток, где 3000 человек идут навстречу друг другу и не сталкиваются. Вокзал, через который 135 лет нельзя было просто пройти насквозь. 7 транспортных узлов, которые невозможно понять с первого взгляда. Все началось не с чертежа, все началось с писем. В начале 70-х жители юга Лос-Анджелеса стали получать уведомления. Ваш дом попадает в полосу отвода новой магистрали. Через эти кварталы решили провести дорогу к аэропорту. И на карте она шла прямо по жилым улицам. Там, где стояли дома людей, у которых не было денег переехать. Люди пошли в суд. Дело попало к федеральному судье Гарри Прегерсону. И он поступил не так, как от него ждали обе стороны. Он не запретил стройку. Он ее остановил и сказал: «Хорошо, стройте, но взамен вы построите этим людям 1000 квартир. Вы дадите им работу. И вы проложите посередине вашей магистрали рельсы, чтобы у тех, кто останется без машины, был способ доехать до города». Стройка замерла на 7 лет. Когда ее разморозили, инженеры получили самое жестокое техническое задание в истории американских дорог. Соединить 2 магистрали. Ту, что идет с севера на юг, и ту, что ведет к аэропорту. Пропустить все повороты без единого светофора. На скорости 100 км в час красный свет означал бы очередь длиной в километры. Каждое утро добавить отдельные эстакады для машин с пассажирами и положить в самый низ железную дорогу, ту самую, из решения суда. Обычно такое пересечение раскладывают так называемым клеверным листом. Он занимает примерно квадратный километр пустого поля. Пустого поля не было. Вокруг был город, который они и так уже разрезали пополам. И тогда инженеры сделали единственное, что им оставалось. Перестали спорить с землей и ушли в небо. 5 уровней. В самом низу поезд. Над ним обе магистрали. Выше съезды. Еще выше левые повороты. И на самом верху, почти в 40 метрах, тот виадук, с которого мы начали. Представьте 5-этажный паркинг, у которого каждый этаж не парковка, а шоссе. Вся трасса обошлась больше, чем в $2 миллиарда. Самая дорогая магистраль в истории штатов на тот момент. А потом пришла проверка на прочность, которую никто не заказывал. Январь 94-го, половина 5 утра. Землетрясение Нортрид. Лос-Анджелес рушится, складываются эстакады, обваливается кусок другой большой развязки. Магистраль Санта-Моника встает на месяцы. Прегерсон, открытый за год до этого, не получил ни одной трещины в опорах. Потому что после прошлого землетрясения Калифорния переписала нормы. Колонны заковали в стальные обоймы, а пролеты посадили на опоры, которые умеют гнуться и не ломаться. Все это на ровной, послушной земле. А теперь давайте землю отнимем. В Чунцине нельзя договориться о встрече, просто назвав адрес. Здесь бывает так. Вы заходите в здание с улицы, поднимаетесь на лифте на 18-й этаж и снова выходите на улицу. На другую. Потому что город стоит не на равнине, а на складках гор, и одна улица идет над другой на высоте 9-этажки. Чунцин так и зовут горный город. 30 с лишним миллионов человек в агломерации. Машин за последние 1,5 десятилетия стало примерно вчетверо больше. А расширяться некуда. Справа скала, слева обрыв. И вот в такое место нужно было вписать транспортный узел. Хуанчжоуань открыли полностью в 2017-м. 5 уровней, 20 съездов. А если сложить все эстакады внутри одного этого перекрестка, получится больше 16 километров дороги. Но главное отличие от Лос-Анджелеса не в цифрах. В Лос-Анджелесе дороги приходили с 4 сторон на одной высоте. И этажи придумали инженеры. В Чунцине этажи придумала природа. Одна трасса подходит по дну ущелья, вторая – по склону, где-то на уровне 10-го этажа над ней. Прямой поворот тут невозможен, машина не умеет подпрыгивать. Остается один прием.
Раскрутить съезд в спираль, чтобы дорога набирала высоту постепенно, виток за витком. Поэтому Хуанцзюйвань не расходится веером, как нормальная развязка. Она закручивается. Именно этот кадр и взорвал китайский интернет. Людям показали перекресток, похожий на клубок. Дальше начались вещи, которые на фотографиях не видно. Склоны здесь, слоистый песчаник, местами с пустотами внутри. Опоры пришлось загонять сваями глубоко в скалу, а часть эстакад буквально пришивать к откосу. И все это, не закрывая старую дорогу ни на день. Потому что объезда у города нет. Объезд – это горы. А потом выяснилось, что самая обидная проблема вообще не строительная. Навигатор определяет, где вы по сигналу со спутника. В Чунцине этот сигнал бьется о небоскребы и о бетон самой развязки, приходит с отражениями, и приемник промахивается на десятки метров. То есть промахивается этажом. Ваш телефон уверенно ведет вас по дороге, которая в этот момент проходит у вас под колесами. Китайским картографам пришлось сделать то, чего они не делали больше нигде. Рисовать для одного перекрестка не карту, а трехмерный макет с указанием, на каком уровне вы едете. Обычно навигация подстраивается под дорогу. Здесь дорогу пришлось заново объяснять навигации. Если в Чунцине инженерам мешали горы, то в Бирмингеме, куда мы сейчас переместимся, им мешало кое-что у прямых гор. То, что трогать запрещал закон. Ночь. Британия. Конец 60-х. Над действующей железной дорогой на кране висит бетонный пролет весом в десятки тонн. У бригады есть 3 часа. Ровно столько, сколько на этом участке не ходят поезда. В 6 утра здесь снова пойдут пассажирские составы, независимо от того, успели рабочие или нет. Так строили спагетти. Официально это узел Грейвелли-Хилл, развязка номер 6 на магистрали М6. Но имя ей дал журналист местной газеты. Он глянул на чертеж и сказал, что это похоже на тарелку спагетти. Название прилипло навсегда. Открыли ее в 72-м. 18 маршрутов, 5 уровней и 559 бетонных опор. Под развязкой стоит настоящий бетонный лес. Такая махина понадобилась потому, что здесь сходятся две несовместимые вещи. М6 – главная артерия страны, по которой идет весь поток между югом и севером, и обычные городские улицы Бирмингема. Через светофор это не пропустить физически. Но самое интересное в спагетти не дорога, а то, что под ней. Инженеры пришли на площадку и увидели, что она занята. Здесь текла река Тейн. Здесь работали 2 канала 18 века, те самые узкие с баржами. Здесь шли 2 живые железнодорожные линии. И между всем этим петляли городские улицы. И ничего из этого нельзя было убрать. Каналы, охраняемое наследие и одновременно рабочий водный путь. Реку нельзя перекрывать, иначе затопит районы. Поезда возили людей все время стройки, все 4 года. И тогда проектировщики сделали то, что в учебниках не описано, они перевернули порядок работы. Сначала на площадку выходили и искали дырки, редкие клочки земли между каналом, рекой и рельсами, куда вообще можно вбить сваи. Отмечали их на плане. И только потом чертили дорогу, которая пройдет через эти точки. Вот откуда взялась вся эта путаница. Форма спагетти подчиняется не логике движения. Она подчиняется расположению пустот между чужими объектами, построенными за 200 лет до нее. Некоторые сваи ушли в грунт на 25 метров. Верхний слой здесь пропитан водой и держать ничего не может. А теперь встаньте мысленно на берегу канала под развязкой. Вода, кирпичная кладка, буксирная тропа. Вы в 18 веке. Поднимите глаза. Над вами железная дорога, 19 век. Еще выше, 5 уровней бетона, 20-й. 3 эпохи транспорта, поставленные друг на друга. И все 3 работают прямо сейчас, в эту минуту. Все, о чем мы говорили, про машины. Но самый плотный транспортный поток на планете вообще не автомобильный. У него нет ни полос, ни правил. И он не встает. Вы стоите на краю площади в Токио, рядом сотни людей. И на противоположной стороне столько же. И справа, и слева. Горит красный. Гул. Все ждут. А потом происходит то, ради чего сюда приезжают с камерами со всего мира. Машины останавливаются разом, во всех направлениях, и площадь на 47 секунд перестает быть дорогой. За эти 47 секунд ее пересекают до 3000 человек. Здесь сходятся 5 улиц, а через район за сутки проходит около 2,5 миллионов пешеходов. Обычный перекресток такое просто не переваривает. Чтобы попасть по диагонали,
Человек должен перейти 2 улицы и отстоять 2 светофора, а поворачивающие машины упираются в живую стену. Поэтому в Токио сделали жестко. Пусть машины постоят все сразу, зато люди пойдут куда хотят. И напрямую. Понять логику этого потока по-настоящему трудно. 3000 человек идут одновременно в 7 разных сторон. Никакой разметки, которая распределяла бы потоки. Никаких регулировщиков. По науке это обязано встать намертво. У пешеходных потоков есть свой порог. Примерно с 2 человек на квадратный метр встречные толпы начинают запирать друг друга. Это чувствовал каждый, кто выходил со стадиона после матча. На Шибуе в час пик доходит до 2,5 человек на метр. А поток все равно не срывается в коллапс. Перекресток продолжает работать. Разгадка не в асфальте, а в нас с вами. Физики называют это самоорганизацией, но выглядит она предельно просто. Человек, не думая, пристраивается за спиной того, кто идет в его сторону. За 2-3 секунды из хаоса прорастают невидимые полосы. Их никто не рисовал. Они живут, пока горит зеленый, и растворяются вместе с ним. Так же ведет себя вода. Ей не надо объяснять, где русло, она его находит. Исследователи снимали Шибую сверху и разбирали траектории покадрово. И получили вывод, обидный для любого проектировщика. Чем меньше на площади заборчиков и направляющих, тем больше людей она пропускает. Хотя один порядок здесь все-таки есть, просто вы его не видите. Толпу рассортировали заранее, под землей. Выходы станции разведены по направлениям, и человек, которому нужен северо-западный угол, поднимается на поверхность именно там. К тому моменту, как он ступает на асфальт, половина решений принята за него планировкой подземного перехода. Токио убрал правила сверху и спрятал их вниз. Париж проделал похожий фокус на 170 лет раньше, только результат вышел совсем другой. Сейчас мы его разберем. Есть правило, которое лучше любого описания объясняет, что здесь происходит. Если вы попали в аварию на этой площади, крупные французские страховые компании разделят вину пополам, между вами и вторым водителем. Поровну. Независимо от того, что случилось и кто куда ехал. И дело не в том, что кто-то ленится разбираться. Просто доказать, кто был неправ, тут невозможно в принципе. Площадь Шарля де Голля. Старое имя Этуаль. Звезда. В центре триумфальная арка. Вокруг кольцо диаметром около 240 метров. И в него втыкаются 12 проспектов, расходящихся ровными лучами. Эту геометрию нарисовали в середине 19 века, при перестройке Парижа бароном Османом. Старый город был лабиринтом кривых улочек, где все стояло, и Осман прорубил сквозь него широкие прямые проспекты. Но когда 12 таких проспектов сходятся в одной точке, у вас остается выбор. Либо десятки перекрестков подряд, либо один общий круг. Выбрали круг и рассчитали его подконные экипажи. Сегодня на проезжей части помещается 8-10 рядов машин. При этом разметки на кольце нет вообще. И это не халатность дорожных служб. Полосы здесь пробовали и сознательно стерли. При 12 въездах и 12 выездах жесткая полоса заставляет почти каждого водителя перестраиваться в одних и тех же местах. Эти места мгновенно превращаются в пробки, и кольцо запирается целиком. Вместо полос осталось одно правило, и оно вывернуто наизнанку по сравнению почти со всем остальным миром. Уступает не тот, кто въезжает, а тот, кто уже едет по кругу. Звучит как приглашение к катастрофе, а работает как предохранитель. Поток внутри все время притормаживает и впускает новых, поэтому площадь не забивается полностью никогда. Платят за это все вместе, сотнями машин, которые непрерывно трутся друг от друга, идя по спиралям навстречу, без единой линии под колесами. И есть у Этуаля еще одна деталь, почти издевательская. Перейти кольцо пешком запрещено. К триумфальной арке, памятнику в честь человеческой победы, можно попасть только одним законным способом – спуститься в подземный переход и пройти под дорогой. Площадь в честь человека оказалась для человека закрыта. Все это время у нас над головой было небо. Дальше его не будет. Переместимся в Японию. В Токио есть небольшой парк. Газон, деревья, скамейки, дорожки. Люди гуляют с собаками, кто-то читает. И почти никто из них не думает о том, что прямо под ногами, в толще того холма, на который они поднялись, машина в эту секунду набирает 70 метров высоты. По спирали, виток за витком. Это развязка Охаси. И чтобы объяснить, зачем ее пришлось спрятать в здание, нужно начать
самого тоннеля. Все скоростные магистрали Токио когда-то сходились к одному маленькому кольцу в самом центре города. Водитель, которому нужно было просто пересечь Токио насквозь, был обязан въехать в центр и встать там вместе со всеми. Проложить новую дорогу поверху нельзя, сносить пришлось бы кварталы стоимостью с бюджет небольшой страны. Оставалось только одно направление – вниз. Так появился Яматы, 18 километров под городом. Самый длинный городской автомобильный тоннель в мире на момент открытия. Сквозные поездки через Токио он сократил примерно вдвое, но труба со входом и выходом – это еще не подвиг. Подвиг в том, что развязки у Ямати находятся внутри. Вы перестраиваетесь и уходите на другую магистраль, ни разу не выехав на поверхность, на глубине до 30 метров. И вот в Ахаси инженеры получили задачу, логика которой на первый взгляд отсутствует. Соединить тоннель, идущий на 35 метров под землей, с эстакадой, идущий на 35 метров над землей. 70 метров разницы, 20-этажный дом, а свободного места один городской квартал. Решение – свернуть дорогу в спираль и упаковать эту спираль в корпус. Снаружи – здание, внутри – поднимающееся кольцами шоссе. Сверху – тот самый парк с газоном. Но у подземных развязок есть враг, которого нет наверху. Ориентиры. В тоннеле нет ни неба, ни домов, ни горизонта. Человек теряет чувство направления примерно за 2 минуты. Наш вестибулярный аппарат перестает замечать плавные повороты, если глаза их не подтверждают. Вы искренне уверены, что едете прямо, а дорога давно ведет вас вбок. Поэтому Ямати проектировали не только как дорогу, но и как подсказку. Участки подсвечены разными цветами. Перед развязками меняется рисунок света на потолке, и водитель чувствует, что сейчас что-то будет. Еще до того, как прочитает указатель. С ним разговаривают светом, потому что говорить больше нечем. Отдельная битва шла за воздух. 18 километров закрытого объема, забитого работающими двигателями. Это накопление выхлопа. Вентиляция Яматы – одна из самых мощных на планете. Шахты, гигантские фильтры, очистка перед выбросом наружу. А на случай пожара здесь есть то, чего вы не встретите почти нигде. Эвакуационные горки. Люк в стене, спуск, и человек оказывается в служебном коридоре, который тянется параллельно всей трассе. 18 километров дороги продублированы 18 километрами хода, по которому в норме не проезжает никто. Он существует ради одного дня, которого, все надеются, никогда не произойдет. Итак, у всех 6 объектов, о которых мы говорили, была разгадка. Всегда находились люди, которые сели, подумали и нашли выход из положения. Последний узел устроен иначе. У него разгадки нет. В Токио есть негласное правило. Если вам назначили встречу у Синдзюку, выходите с большим запасом. И дело не в поездах. Японские поезда не опаздывают. Дело в том, что от платформы до нужного выхода вы можете идти дольше, чем ехали. Спросите местного, как попасть к конкретному выходу, и он вполне может честно ответить, что не знает. Многие, кто ездит через Синдзюку годами, признаются, у них есть несколько привычных маршрутов, и за их пределы они просто не выходят. Не из лени. Дальше начинается территория, которую мало кто держит в голове целиком. Книга рекордов Гиннесса насчитала у Синдзюку больше 200 выходов. Сколько их на самом деле, не скажет никто, включая саму железнодорожную компанию. И это не преувеличение ради красивой цифры. Часть выходов ведет вообще не на улицу. Они открываются внутрь соседних зданий, в универмаг, в подземный торговый город, в переход к другому кварталу. Вы все еще на вокзале или уже нет? Ответа на этот вопрос не существует. Граница просто не проведена. И телефон вам здесь не помощник. Спутниковый сигнал под землю не проходит. И ровно в тот момент, когда навигация нужна больше всего, синяя точка на экране замирает и начинает плавать сама по себе. Теперь представьте вокзал, у которого 135 лет не было сквозного прохода. Вы стоите с восточной стороны. Вам нужно на западную. 200 метров по прямой. Но пройти насквозь нельзя. Либо покупайте билет и пересекайте станцию как пассажир, либо обходите ее по улице 15 минут. Свободный проход здесь открыли только в 20 году нашего века. Люди ходили в обход со времен, когда по городу ездили гонки. Почему все так? Потому что Синдзюку никогда не проектировали. В 1885-м здесь открыли крошечный полустанок на окраине, посреди полей. Дальше 140 лет. Каждая новая линия пристраивала к нему свой кусок.
со своей стороны, в своем стиле, под свои поезда. Сегодня здесь сходятся сразу несколько компаний. Государственная железная дорога, 2 частные, 2 сети метро. У каждой свои платформы, свои турникеты, свои тарифы, свои указатели и свои фирменные цвета. Отсюда главная странность Синдзюку. Между некоторыми платформами внутри вокзала нельзя пройти напрямую. Нужно выйти через турникет одного перевозчика и войти через турникет другого. Формально вы покидаете вокзал и заходите заново, не выходя при этом на улицу. И границу между компаниями нигде не рисуют как границу. Вы просто идете по коридору, сворачиваете и оказываетесь в другой фирме. Никто не садился и не проектировал этот лабиринт. Он вырос сам, как растет город, только под крышей и за 140 лет. А теперь главное. 3,5 миллиона человек в сутки. Больше, чем население многих европейских столиц. Каждый день. Через одно здание, если это вообще можно назвать зданием, ни один инженер в мире не взялся бы спроектировать такое с нуля. Ему бы не поверили. Сказали бы, что это не работает. А оно работает. Поезда приходят с точностью до секунд. 3,5 миллиона человек каждый день расходятся по своим маршрутам и не сталкиваются. Самый сложный транспортный узел на планете оказался единственным, который никто не придумывал. Если посмотреть на все 7 объектов сразу, становится видно одно. Ни один из них не был задуман таким. Пригерсон вырос вверх, потому что вбок было некуда. Хуаньсюань повторил форму гор. Спагетти обошел то, что запрещал трогать закон. Шибуя работает без разметки, и именно поэтому здесь не случается коллапс. Этуаль осталась в 19 веке вместе со своими экипажами. В Ямате ушел под землю, потому что наверху кончился город, а Синдзюку не проектировал вообще никто. Мы привыкли думать, что великие сооружения – это чей-то замысел, что сначала был гений, потом чертеж, потом бетон. Здесь все наоборот. Компромиссы, отчаяние, судебные тяжбы, 3 часа ночного окна между поездами. Каждый из этих 7 узлов со стороны выглядит как ошибка. Как будто кто-то не справился с чертежом и запутался в собственных линиях. А на самом деле это отпечаток момента, когда человека загнали в угол, и он все равно нашел выход. Не самый красивый, просто единственный оставшийся. Самые невозможные сооружения на планете строят не те, кто мечтал их построить. Их строят те, кому уже некуда было отступать. И прямо сейчас, пока вы смотрите этот ролик, по ним идут сотни тысяч человек. Почти никто из них не догадывается, чего это стоило. Напишите в комментариях, какой транспортный узел оказал на вас наибольшее впечатление и чем именно. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Поставьте лайк и подписывайтесь, чтобы вместе с нами узнавать о самых невозможных местах и объектах на планете.